Чудесный блинный торт с очень легким освежающим сливочным кремом. Просто испеките блинчики, смажьте их вкусным кремом и вау-эффект гарантирован. Ну что, приготовим первым делом блинное тесто. В миску я добавляю муку, сахар, соль и перемешиваю все венчиком. Молоко нужно разделить на две части. Одну часть подогреваю до теплого состояния, но не сильно. Переливаю его в миску к сухим ингредиентам и перемешиваю. Напоминаю, что необходимое количество ингредиентов всегда оставляю в описании. Ищите их под видео. После молока добавляю куриные яйца комнатной температуры среднего размера и все так же хорошенько перемешиваю. Следом добавляю оставшееся молоко. И последний ингредиент – это сливочное масло. Его я растапливаю на водяной бане. После этого добавляю в тесто. Теперь необходимая процедура. Нужно процедить тесто через сито. Накрываю тесто пищевой пленкой, можно обычной тарелкой, и отправляю в холодильник на 30 минут, для того, чтобы оно полностью стало однородным. Сковороду 20 см в диаметре хорошенько прогреваю и добавляю немного растительного масла и хорошо вытираю бумажным полотенцем. Тесто наливаю где-то меньше половины половника, тонким слоем. Когда края начнут схватываться и отслаиваться, переворачиваю блинчик и выпекаю его с другой стороны около 10-15 секунд. Больше не нужно, так как блинчик не должен быть зажаренным. Таким образом пеку все остальные блинчики. Когда у вас останется где-то один половник теста, нужно испечь один большой блин на сковороде 26-28 см в диаметре. У меня 28 см. Для перестраховки можете испечь большой блин первым, а потом уже допеките меньшего размера. Всего у меня получилось 12 штук блинов меньшего диаметра, но количество будет зависеть от того, сколько теста вы будете наливать на сковороду. Если бы я большой блин сделала потоньше, у меня было бы тесто еще на пару маленьких блинчиков. Теперь нужно сделать все блинчики одинакового размера, чтобы они были максимально ровные. Складываю несколько блинов вместе и использую железное кольцо диаметром 16 см. Вырезаю ножом по окружности. Если у вас нет круглой формы, используйте тарелку подходящего размера. Теперь готовлю крем. В миске у меня сливочный сыр комнатной температуры. Я добавляю сахар и хорошенько перемешиваю до однородности. Предварительно минут за 10 я откинула на сито йогурт, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавляю его к сыру. Также добавляю 1 столовую ложку лимонного сока и хорошенько, интенсивно перемешиваю венчиком около 1 минуты. Теперь в отдельной миске взбиваю сливки до устойчивых пик. Сливки я использую 30% жирности. Примерно 1/3 взбитых сливок я отправляю в миску с сыром и хорошенько перемешиваю венчиком. Теперь добавляю все оставшиеся сливки и хорошенько, аккуратно перемешиваю силиконовой лопаткой. Крем получается невероятно нежным и воздушным. Ну а теперь осталось собрать тортик. Распределяю крем на каждый блин, кладу где-то 2 столовые ложки крема и разравниваю спатулой, можно обычной ложкой. И по такому принципу собираю весь тортик. В конце обязательно прохожусь оставшимся кремом по бокам торта. Ну а теперь пришел черед главного героя. Беру большой блин и накрываю сверху торт. Для красоты по бокам торта делаю вот такие складки. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он стабилизировался. Я оставила на ночь. Приготовьте этот тортик, порадуйте себя и своих близких. Он очень нежный на вкус. За счет того, что в креме есть сливки, он получается легким, а йогурт делает его достаточно освежающим. Одним словом, баланс вкуса гарантирован. Заранее всех благодарю за лайки, комментарии, подписки на мой канал. Спасибо, что смотрите. Скоро услышимся. Всем пока-пока.